Приветствую, продолжаю прохождение 5-го эпизода «Зайчика». И сегодня мы уже, наверное, зафиналим эту игрушку. Не знаю, буду ли я проходить новую версию 5-го эпизода, которую вот сейчас вот пилят разработчики. Так что пока что это финальный эпизод моего прохождения «Зайчика». Другие руты Полины и Алисы я не буду затрагивать уже. Буду четко проходить именно по этому, который выбрала. В прошлый раз мы, по-моему, впускали нашего гостя, да? Который нас съел. В этот раз мы этого делать не будем. Не будем впускать. Не волнуйся, Жулька. Я попятился вглубь коридора в объятии сумрака. Тук-тук. Чьи-то костяшки застучали по дереву, настаивая, чтобы его впустили. Ну уж нет. Кто бы там ни был, ему тут не рады. У мамы с папой были ключи от дома, а значит, нежданный визитер явно таил в себе опасность. Вот, кстати, да. Он знал, что мы остались дома одни. Одр, вы не пустили гостей. Отлично. На улице отчетливо заскрипел настил порога. Гость передумал и ушел, канув в метель. Опа. Вдруг в доме погас свет. Тьма выплеснулась из закутков. Метель застонала еще громче, я заморгала, цепляясь за перила. Звуки флейты окутали дом, сочась сквозь трещины трухлявых стен. В дверь забарабанили. От неожиданности я отпрянул к стене. Аж крест упал. Град ударов засыпался на дверь. Она прогибалась, как тонкий лист фанеры, словно десяток кулаков и ног одновременно били по дереву. Это они! Дверь плясала в коробке, с наличников сыпалась пыль. Грохот оборвался так же резко, как и начался. Я ринулся на кухню. Снаружи потянулся заунывный скрип, будто кто-то водил когтями по фасаду. Эти цукры захлопали крылья. Ночь урчала, как исполинский желудок. И тут они вылупились из тьмы, гадкие морды в щелях между досками. Они прижались к окнам, на стекле оставались разводы гноя и раздавленная фарша. Скрученные пальцы елозили по стеклу. Оголенные клыки царапывали иней. В просветах скалились глумливые пасти. Глаза сверкали справа и слева, мертвые звери пялились на нас снаружи и ухмылялись. Да пофиг, что вы хотите. Жрать. Идите в другое место, ищите. Полежи с нами, Зайка. Полежи в крови, ужасный дурачок. Дай нам отдохнуть в твоих горячих кишках. Горячих кровях. Утоли наш голод. Глаза светились, словно звезды в беспросветной ночи. На кухне лопнуло стекло. Торгшийся ветер заиграл в волосах. Вместе с ним ворвалась мелодия флейты, быстрая и скользкая, словно ядовитая гадюка. Лапы твари проникли между досками, щелкали когтями, требовали угощения. И что ты мне тут протягиваешь маску? Чья-то изуродованная ручища протягивала в пустоту изрытую червями маску зайца. Вы сами не можете его утолить, что ли? Чего вы от меня требуете? Дай напиться жертвенной крови. А ты Зайчик, выходи скорей. Я заткнул пальцами уши. Мерзкие голоса утихли, но вместо них раздался глухой насмешливый голос. Антон, ты должен, ты обязан кормить. Или сам стать мясом. Твоя очередь. Посмотри на меня. Я посмотрел на топор.
Это твое альтер-эго заячье. Лезвие отразило мое перекошенное лицо, я не узнавал себя. Да, вот так. Да, ласково пел голосок, вот так. Выбирай тщательнее. Не дай себя убить. Передо мной на бритвенных костях в лунном свете серебрилась заячья морда. Наше настоящее лицо. Оно поможет отомстить нам тем, кто бил и унижал нас. Поможет стать настоящим собой. Сестра спала на полу, невинно посапывая, будто ничего не происходило. Никто меня не видит. Значит, самое время выбрать жертву. Будем выбирать между Жулькой и сестрой. А нет, Антон и Оля. Серьезно? Ведь сохраняться надо. Ну ладно. Ну давайте попробуем себя выбрать. Я заорал, рядом встрепенулась, просыпаясь Оля. Я буду вашим угощением! Только оставьте сестру в покое! Гигантские лапы пробили доски, словно дом был не прочнее подделки из спичек, и влезли внутрь. Так если вы говорите, что Антон на один кусок, так Оля тем более. И тем более Жулька. Там вообще мяса никакого нет, если так посудить. Что там такое за слово-то? И чего? Николай Дроздов-то было. Пальцы шарили по кухне. Мохнатая клешня схватила за ногу вопящую Олю и волокла в буран. Зачем Олю-то брать? Ну-ка верни. Стойте! Так нельзя! Возьмите меня! Не притворяйся. Вы не охренели ли, а? Угу. Вдруг когти величиной с мясницкие ножи схватили меня и потащили наружу, а затем подняли высоко к ним. Зубы и когти, острые точно бритвы, впивались в мою плоть и отрывали ее кусок за куском. Ага. Вот и еще одна концовочка. Быстро мы ее получили. Это еще что за яйца? Так, ладно, ускоряем. Опачки. Какой кадр был. Консервы, вы стали ужином. Так не только мы, Оля тоже стала ужином. Что так нас сожрали, что это? Так, исчезнувшие в ночи. Засыпанные снегом дороги, брошенный в сугробе трактор, черный силуэт. Средняя образовательная школа. Сумерки сгущаются, но свет не озаряет окна, и дым не вьется над печными трубами. Здания погружены во мрак. Таким предстал перед глазами наших корреспондентов поселок, задавший множество загадок следователям, родственникам местных жителей и всему обществу в целом, куда подевались люди. Еще вчера здесь кипела жизнь, поселок опустел в одночасье за ночь, словно сговорившись, сотни человек покинули дома, не оставив ни подсказок, ни улик, ни следов. Растворились, пропали, исчезли. Обитатели соседних деревень отказываются давать комментарии и в страхе посыпают дороги солью, суеверный способ защиты от зла. Глядя на опустевшие улицы, начинаешь верить в самые фантастические версии, а вслушавшись в шорохи тайги, что окружает мертвый поселок, даже законченный атеист осенит себя крестом. А может быть, все-таки эти звери настоящие, они просто сожрали всех людей в поселке? Не знаю. Ладно, погодите. Давайте в этот раз выберем
Олю посмотрим. А потом вернемся. Да погоди. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Оля, хватит шептать. И потом мы вернемся к выбору, где нам предстоит зарубить бедную Жульку. Все же. Так, тут же сестра забормотала во сне. Умолкли звери, только их когти чуть слышно скоблили доски. Это должно быть вкусно. Скорее, она ничего не почувствует. Голос в голове шептал: скорее, она ничего не почувствует. Я шагнул к сестре. Скрытый во мраке топор завис над моей жертвой. Ты все же это сделаешь, безумец. Я вспомнил, как подносил крошечную Олю к окну, и как солнечный нимб загорался вокруг ее головы. Я не могу, нет. Мышцы окаменели. Что-то чужое копошилось у меня в черепе, испепеляя воспоминания. И вместо Оли возник кусок сочного мяса в том же прекрасном ореоле света. Слюна потекла по моему подбородку. Ей не будет больно. Иначе нельзя. Ты думаешь? Так все устроено. Твой черед кормить. Мгм. Топор полетел вниз. Она ничего не почувствует, да? Мгм. В последний момент Оля распахнула глаза, и я ужаснулся, что я творю. Но было поздно. Лезвие раскололо череп, с хрустом погрузилось в кость между ухом и выпученным глазом. Лицо Оли смеялось, словно мордашка резинового пуса. Кровь фонтаном хлынула мне в рот, утопив... Погодите, что я сказала? Смеялась? Смялась, господа. Кровь фонтаном хлынула мне в рот, утопив белесые волосы любимой сестренки в покряные уши. Я захлебнулся, закашлялся. Да. С утра-то вы зарубили сестру. Солнечный зайчик блеснул последний раз, отражаясь от лезвия топора в человеческих мозгах. Одним махом я загасил огонек лампадки, что поклялся когда-то защищать. Решив самому себя семьи, счастья и какой-либо иллюзии, то когда-нибудь у нас все будет как прежде. Что же я наделал? Но голосок в голове молчал. Слеза одна единственная скатилась по моей щеке, обжигая, как капли серной кислоты. Кислота бурлила во мне, разъедая внутренние органы. Я смотрел на Олю, не мигая. Мертвую Олю. Ее веки были опущены, кровь выкрасила волосы в красный цвет, но лицо оставалось чистым и безмятежным. Ее череп провалился внутрь, как шоколадное яйцо, продавленное пальцем. Только в шоколадных яйцах нет костей и волос, липнувших к мозгу. Если б не рана на макушке, могло бы показаться, что она спит. Я всхлипнул. Ведь это я убил сестру, я не спас родителей. Я разрушил нашу семью. Мне хотелось, чтобы в дом ворвались взрослые, например, Тихон. Пусть он видит топор в моих руках и приговорит меня к смертной казни через расстрел. Стоило мне подумать об этом, как некто, все это время затаившийся в голове, вдруг завладел моими губами и растянул их в омерзительные улыбки. Ты достоин не смерти, а высшей награды. Ты все сделал правильно, Антон. Жертва необходима. Жертва не бывает напрасно. Ты отомстишь. Нужно набраться терпения. Когда? Позже, мальчик. Чуть позже. И каким образом? Ты еще слаб. Ты должен стать сильнее. И если ты умрешь сейчас, то кто покормит добрых зверей?
кормежки пришло. Добрых. Я выронил топор, и он глухо стукнулся о половицу, но звук не разбудил Олю. Мертвые так крепко спят. Я надел куртку, хотя и понимал неким шестым чувством, что там, куда я иду, одежда мне не понадобится. Я наклонился и пропустил руку под шею и под колени сестры. Тонкая струйка слюны из моего открытого рта стекла на мою грудь. Слюнки текут, да? Моя Оленька. Я обязан был хранить ее. Я же старший брат. Обязанности делают нас слабыми. Только свобода дает силу. Оля теперь свободна. Густые тени заштриховали ее веки и скулы. Изображение мертвого человека — это все еще портрет или уже натюрморт. Я поднял сестру. Она почти ничего не весила. Волосы, которые всегда хорошо пахли, источали медный, такой приятный запах крови. Голова Оли откинулась безвольно. Я вспомнил, как мама поднесла мне сестренку новорожденную и позволила подержать на руках. Тогда я подумал, такая крошечная, такая вкусная, и уже человек, уже не человек. Я сделал живое мертвым, холодным, сладким и липким. Я наклонился и неловко ткнулся губами в прохладную щеку, такую же мягкую, как раньше. Откуси. Дверь позади меня открылась, ветер хлынул в дом, прихожая замело снегом. Я пошел навстречу вьюге, аккуратно держа перед собой страшную ношу. 3 буквы Оля. 3 буквы беда. Я вышел на порог. Мир изменился, а мог ли он оставаться прежним после того, что я натворил? Вокруг бурлила, спучиваясь, какая-то аморфная масса. Это же лес, догадался я, в его истинном обличии. Это мой новый дом. Деревья рыскали в темноте, протягивали ветви в поисках добычи, их корни вышагивали из мерзлой земли, рисуя на снегу кошмарные узоры. Мир был голоден, его дети стояли между мной и ползучими извивающимися соснами, выросшие до фантастических размеров, но такие знакомые и родные. Черная тропа вела к чудовищным фигурам, узкая полоса там, где сошел снег. Твердая земля напоминала чешую огромной рептилии. Она поднималась и опускалась над моими подошвами. Тварь, по которой я шел, дышала. Мы приветствуем тебя, зайчик. Ну-ка, погодите. Вот так. Вот он какой. Я приподнял Олю на руках, как бы взвешивая. Это моя сестра. Я любил ее. Она тоже очень нравится. Поднеси ее поближе. Ветер ударил мне в лицо. Он пах гарью и разъедал слизистую. Резкий, терзающий ушные перепонки звук пришел откуда-то сверху, что-то среднее между сиреной воздушной тревоги и кричащей от горя женщиной. Луна плачет. Вот так вот зарубил бедную сестренку. Я поднял глаза к небу, которое шевелилось и кишело точно сотканное из червей. Небо умерло, как Оля, и в нем завелись личинки. Круглая и желтая луна пузырилась над лесом, выпученный глаз покойника. Луна видела, что я натворил, и она кричала. Луна лежала в ужасе и кровоточила. Я почувствовала себя пушинкой на ветру, а еще я почувствовала, что так и должен выглядеть мир, в котором больше нет Оли. С кричащей луной, гниющими небесами, с тайгой, что ползает по могильникам. Тень чудовища накрыла меня. Спасибо, зайчик. Я не сомневалась в тебе.
Погоди, я пропустила. Что там? Тень чудовища накрыла меня вместе с мертвой сестрой. Мой взгляд метался между ужасающими фигурами. Они были то ближе, то дальше, менялись местами, стоило моргнуть. Это все неправильно. Эти монстры могут растерзать меня в любой момент. Разве друзья так поступают? Посмотри на них. Они твоя семья, твоя стая. Версия. Пути назад нет. Все мосты сожжены. Дай мне нежность. Мои озябшие окровавленные руки были пусты. Голодное существо в обличье лисы притиснуло к себе труп. Я услышал, как хрустнули косточки. Тело мерзкой скалампендры растягивалось, многочелюсти раздвигались, смыкались, острые, как серпы. Они вспороли живот моей сестры, одновременно жуткая пасть сомкнулась на бледном лице Оли. Я пошатнулся, продолжая смотреть. Прекрасно. Алиса швырнула кишки в сторону. Сова бросилась к ним и упала в эти сизые склизкие сардельки. Она кидалась на них, как пес на мертвечину. Лиса рвала на части труп. Сужались, лопались под ножами костей. Сочные куски человеческого мяса падали передо мной. Мертвая, но почему-то не свернувшаяся кровь текла к моим ногам. Голова Оли свесилась к земле, соединяемая с телом только лоскутком кожи. Эта фиолетовая трубка была спрятана в ее шее, а теперь торчала наружу. Сколько всего в ней было, подумал я. То ли глаза сестры открылись в процессе поглощения, то ли Алиса сорвала мне веки. Теперь Оля смотрела на меня в упор, голова раскачивалась маятником, и я раскачивала силой в такт. Звери готовят еду, пирный смерть, поздний ужин для прокаженной планеты. Да этим разве наешься? Тварь, частично сохранившая облик медведя, волочила по розовому снегу кукол. Нет, не кукол. Да ладно. Как вы их вообще нашли? Медвежутка кинул на поляну тела моих бездыханных родителей. Я застонал слабо, протягивая руки к матери и отцу. Кошмар. Она схватила моего папу, облизываясь, и бросила в стаю. Звери тут же накинулись на труп. Человек, который брал меня на плечи, чтобы я лучше видел новогодний салют. Больше нет плеч. Человек, который сажал меня на колени. Нет коленей. Остановитесь, мой папочка самый лучший в мире. Больше нет такого мира, мы его сожрали. Для кого оно прекрасное? Моя мать затрещала, захрустела, разрываясь. Серпы срезали, шинковали, снимали из белых костей мясо и сало. Куски падали, смешиваясь с кусками моей сестры. Одно вышло из другого и стало единым. Я помню, и ничего не помнишь. Как мама, развлекая нас Олей, делала выемку в земле, мы клали туда бусинки и накрывали их цветными стеклами. Это была наша сокровищница. Это могила. Жри, зайчик, жри, не прикословь.
Зверь внутри меня первым подчинился приказу. Я моргнуть не успел, как уже стоял на коленях, погружая руки в холодную липкую плоть. Слезы и слюни лились из меня. Я поднял к губам жирный кусок. Это мама, это Оля. Плевать, как хочется кушать. Зубы впились в лакомство. Внутри был осколок кости. Я проглотила его. Мама, почти уверена, это она. Похоже на зачатие, да? А ты слышал эту старую сказку про зайку, которая не смогла укусить луну? Нет, мы не слышали. Почему ее вообще должны были кусать? Жил на свете один мальчик, у которого было много игрушек. И вот, когда их хозяин уснул, куклы сбежали от него под покровом ночи и отправились на снежную полянку. Там, в чернеющих небесах, сияла полная луна. Медвежонок прыгнул первым и урвал ломоть луны. «На вкус, как мед», — сказал он. Как они вообще допрыгнули до нее? Голодный волк. Прыжок, и вот уже лисичка сладко облизывалась в лунном свете. Погоди, что там было с волчонком? Голодный волчонок взмыл в небо и клацнул зубами. Жирная рыбка. Прокатился его рык по степи. Понятно. Все знают, что луна сделана из сыра. Хитро улыбнулась плутовка. Угу. А сова ничего не сказала. Но зверята и так знали, что для нее все на свете на вкус, как мыши. И только маленькая зайка испугалась прыгнуть так высоко, чтобы достать лакомый кусочек с неба. Трусишка сбежала от своего хозяина, построила гнездо, шила и набила опилками 2 зайчат. И никто из них никогда бы не смог укусить луну, ведь зайка разделила свою силу со своими детьми. А, мать как раз-таки зайкой была. Да, мне еще в комментах писали, типа, мать была зайчиком. Понятно. Но теперь, зайчик, ты вобрал в себя всю их силу. Луна выла, подтверждая ее слова. Из дыры в небе вытекал гной. А голод, терзающий меня, заставлял совать в рот новые куски мяса. Я видел маму на залитой утренним светом кухне. Она улыбается таинственно и ласково смотрит на меня. Я видел Олю, вбегающую в комнату, чтобы плюхнуться в мои объятия, лучезарные. Я видел мясо, мой живот раздувался. Мать и сестра застряли у меня между зубов. Я взрыгнул и засмеялся. Облизал пальцы и захохотал, ударяя кулаком по объедкам. Стая ответила таким желающим хохотом. Налетела метель, жуткие фигуры попятились к лесу. Я пополз за ними на четвереньках, прихватив немного мяса, обгладывая на ходу какой-то сустав. Ноготь вонзился мне в небо, я сплюнул его и встал на ноги. Создания уходили в чащу, задом наперед.
Деревья кружились в зловонной темноте, иногда набрасываясь друг на друга. В ямах клокотала багровая плазма. На стволах вырастали грозди глаз, следящих за мной. Я чувствовала, что линяю, и это было прекрасно. Прошлое отслаивалось вместе с оболочкой мальчика. Под старой кожей расправлялось что-то дикое, необузданное, истинное. Мне не боязно в этой чаще, ночь принадлежит нам, я стая. Опа, посмотри, это древний лес, он обычный. Я озирался на деревья, которые теперь были просто деревьями и не расползались вокруг, как потревоженные жуки. Под моими ногами была самая обычная земля, и обычная девочка в маске вышла ко мне из сосен. Тетя Алиса. Добро пожаловать домой, зайчик. Это место такое красивое. И звуки праздника. Осталось всего ничего, и твое полное перерождение свершится. День рождения нового зайчика. Разрешишь потягать тебя за уши? Нет. Музыка и хлопушки манили, дразнились. Где-то рядом, в шаге от этой чудной поляны, меня ждало душераздирающее счастье. Поторапливайся, глупый. Я обещаю, что назвала тебя глупым в последний раз. Я взял ее за руку. Бежим! Но куда? Ты сам понял. Она ткнула пальцем в небо, увенчанное кричащей луной. Мы будем кусать луну, бедную. Я сказал неуверенно, осмотрев свои хилые ноги. Она слишком высоко. Угу. Просто забудь обо всем, чему тебя учили в школе. Да что ты говоришь? Земное притяжение для дураков. Мгм. Сделаем это вместе. Я кивнул. Конечно, вместе. Это новое небо создано для нас двоих, и только для нас бежит безумная луна. Раз. Мы подпрыгнули. 2. Снова прыжок. Ну же! И это случилось. Наши сильные ноги оттолкнулись от мерзлой земли, и наши тела устремились в небо, оставляя внизу гнилую скверну наших черных теней. Лютый холод объял меня, винтился в позвоночник пыточным орудием, мои кости закоченели. На орбиту поднимаемся. Кожа растекалась, капельки крови превратились в лед и посыпались из ран. Я захохотал не ртом, в котором синел и затвердевал язык, а чем-то другим. Наверное, это хохотала тьма внутри меня. Алиса улыбнулась слепительно. Мы закружились в воющем вихре среди звездных нарывов. Мерзлая плоть отпадала от костей. Ага, казалось. Ее синее лицо рассекла трещина. Кусочки щеки, как ледышки, свалились в пропасть. Ветер выдул из ширящихся дыр кашицу глазных яблок. Движения небесных танцоров замедлились. Я прижимал к себе в вальсе ледяную скульптуру, которой стала моя Алиса. Мы срослись воедино. Я буду ждать тебя на земле. Постой! Она откололась от меня, распалась на осколки и рассыпалась из моих объятий во мрак, клубящийся под ногами. И рассыпалась из моих объятий во мрак, клубящийся под ногами. Лети. Я знал, что надо делать. Я устремился ввысь, к личиночным сгусткам и язвам, продырявившим само пространство. Навстречу желтой луне. Ай. Как и я, эта безумная луна пускала слюни.
Прошлое осталось внизу. Катя. Она ненавидела меня, мерзкая дрянь. Семен. Толстый урод. Он бил и унижал меня. Называл терпилой. Ромка. Пусть сдохнет падалью. Бяша. Подхалим и трус. От него стоило избавиться при первой возможности. Папа и мама. Их крики, их вечные ссоры, их холодные глаза. Это проклятая деревня, этот душный ненавистный дом. Оля. Она мертва. Все мертво, все сдохло и разложилось. Я, наконец, освободился. Луна тянула меня вверх. Внутри треснуло и распалось на части что-то очень важное, лишнее. Я забыл имя своего отца. Я забыл имя своей матери. Я забыл имя той маленькой девочки, которую сжимал в объятиях. Наползающие, растущие тени желтой луны. Я забыл свое имя. Но я смог укусить луну. Да бы ты бы не долетел, там расстояние огромное на самом деле-то. Угу. Моя кожа вздулась. Отлепляясь от мяса, кости с треском вылезли наружу. Голод. Рот распахнулся так широко, что щеки порвались. Это больше не рот, пасть. Зубы выпали, словно молочные, острые. Костяные ножи вылезли из десен и пронзили мои губы. Голод. Глаза лопнули, забрызгав лицо. Это больше не лицо, морда. Мышцы перекручивались жгутами, в глазницах формировались новые глаза. Все, что они видели, было едой. Съедобный мир, бесконечный лес, где я хочусь, темнота, в которой я прячусь. Я зарычал. Когти вылезли из моих пальцев, отрывая с мясом ногти. Я содрал с себя остатки старой кожи, куски лица и волосы. Опа, какой зайчик. Луна выла, наблюдая за моей трансформацией. И когда все завершилось, когда кости срослись под шкурой, когда череп затвердел, принимая истинную форму, я замер в слизистом небе среди звезд и устремился обратно на землю. Опачки. Так он укусил Луну или нет? Я что-то запамятовала. А что произошло в участке? Ну-ка посмотрим, что там написано. А, звери убили их, все понятно. А это кто? Мир кровоточил, планета погружалась в кромешную тьму. Гасли огни, целые города на мгновение превращались в прах. Скопища когтей, хвостов и зубов ползли, уничтожая все живое. Моря окрашивались в красный. За апокалипсис начался. Что за кайдзю? Интересно. Интересно. Булочка-сан. Лесные пожары были единственным источником света. Их пламени метались тени и рыскали исполинские чудовища. Они пожирали реки и горы. Они грызли кости самой реальности. У меня тут кумочка начала возмущаться. Я прячусь во мраке. Я зарываюсь в землю, ночую в разрытых могилах, пожрав их содержимое, но от голода нельзя спрятаться. Голод нельзя утолить ни на миг. Опа, его начали поглощать всю землю. Интересно, я голоден, я так голоден, что жую сам себя. Я съел бы Луну и не насытился бы.
Все, что я могу жрать, я сам голод, я пожиратель миров. Я создаю пустоту. Позади меня выеденное нутро планеты. Я поедаю кладбище. Мой вой. Похоронная песня. Мое тело больше, чем все, что вы могли бы представить, если бы я не сожрал вас. Я иду во тьме, загребая распахнутым ртом скалы, вычерпываю моря. Мои глаза вращаются в кратерах глазниц, выискивая пищу. Бедную землю снижали уже. Что здесь планеты так близко расположены? Эй, я и звезды. Я поглощаю космос. Он прям целестиал. Смотри на него. Планеты завопили. Бедные. Я слышу, как кричат планеты, как сама Вселенная кричит от ужаса и корчится в предсмертных судорогах, которым не будет конца. Так. Дай вам Бог здоровья. В газете написано. Что там было? Блин, пропустила. Апокалипсис сегодня. Конец света отменен. Россия не развалится. Пусть сегодняшний день пахнет гарью и безнадежностью. Пусть за окном вьюжит дефолт, а по радио опять спорят про Чечню. Россия жива. В разрухе, в окопах рынка. В пенсии в носке и душой в бутылке она не сдастся. И если все кругом рухнет, если города провалятся под землю, все равно останется один народ, который верил. Бедный, запутавшийся, уставший, но не сломленный. Я верю, однажды мы снова дотянемся до звезд. Пока вертится земля, у нас еще есть шанс на завтра, на внуков, на мечту, которую никто не смог отнять. И к чему это? Неоднозначная получилась предыдущая концовочка «Апокалипсис сегодня». Но я предполагаю, что это как бы его воображение такое сработало, галлюцинации, точнее, Антона, то, что он стал зайчиком. Еще плюс, возможно, я слышала из каких-то обзоров или шортс мне попадался теория о том, что там какие-то паразиты связаны с какими-то паразитами, что ли. Поэтому наши вот эти вот друзья в масках стали себя вести как звери. И, короче, вот это вот перемешала шизофрения Антона и вот эти вот паразиты, возможно, как-то. Я не знаю, как объяснить еще. Короче, ладно, я переместилась на тот момент, где нам нужно убить или пощадить нашу бедную жульку. И в этот раз нам придется ее зарубить. Я занес топор. Представил чашу весов, где на одной безродная псина, а на другой жизнь моих родных. Фантазия рисовала картинку. Буран отрезал нас от цивилизации, теперь придется выживать самостоятельно, как Робинзону Крузо на необитаемом острове. Он бы не мешко убил животное, чтобы себя прокормить. Жулька просто еда. Мясо! Топор описал дугу. Яшка. Герасим, вы зарубили жульку. Хрустнуло. Горячие капли оросили мое лицо, а собачонка не успела завыть. Зато завыла Оля. Страшно скрипуче она вопила, прижав к щекам кулачки. В одном из них была зажата пестрая лента, импровизированный ошейник. Подарок, предназначавшийся собаке, нынче утративший надобность. Сердце кольнуло досада. Оль! Я шагнул к сестре, которая стояла за моей спиной и все видела. Видела бессмысленное убийство четвероногого друга. Лента выпала из ее руки. Она сморщилась, слезы заволокли глаза. Взгляд Оли был полон удивления и ужаса. Она боялась. Боялась меня, словно я был маньяком, психом,
убивающим животных ради развлечения. Ему пришлось, вот. Я провел по липкому лицу пятерней. Да пойми ты... Она буквально захлебывалась слезами. Оленька, Чудовище! Такое же, как те, которые ночью придут! Я потянулся к сестре, но та лишь сильно заверещала, заметив кровь на моих руках. Сдернув висящее на крючке полотенце, я судорожно пытался стереть кровавые брызги. Внезапно Оля взвизгнула и бросилась к гадкой луже посреди прихожей. Доктор придет и зашьет ее! Я не уверена. не может быть. Блин, Жулька. Она еще сейчас умрет в мучениях. Черт побери. А чё она не скулит-то? Я уставился на собачонку. Красное тельце вздрагивало и спучилось, что-то серое лезло из плоти. Назад! Я отпихнул сестру к лестнице. Тело собаки оказалось полым, как выгнивший фрукт. Так, что из нее лезет-то? Вот почему она так легко разломилась под тычком лезвия. Это еще что такое? Внутри псины сидела некая зараза. Вероятно, управляя ей, привела ее домой. Склизкая мерзость вылезла наружу. В мгновение огромное насекомое уже извивалось на полу. Выгнутые паучьи лапы щупали деревянные половицы. Прозрачные крылья распахнулись и затрепетали, взбрызгнув кровавую росу. Мутант, смесь скалопендры, паука и бабочки, поволок ко мне волосатое тельце. Что за фигня? Золотистые лапы цокали все быстрее, и тонкая струйка сиропа стекала из крошечной пасти. Я закричал и рванул, рассекая паразитов надвое. Так его. Желтый гной выплеснулся из лопнувшей твари. Лапки дернулись и опали. А следом упала к моим ногам лишившаяся чувств Оля. Топор торчал из гнусного месива. Насекомое пряталось в собаке, как матрешка внутри еще одной матрешки. Вспомнилось, как Алиса чем-то угощала собаку в день нашей встречи, кстати, да. Я сполз по стене, закрыл глаза руками. Меня замутило, но я глубоко вдохнул, справился с рвотным позывом. Под окнами заскрипел снег, словно кто-то подошел заглянуть к нам. Я целиком превратился в слух. Кажется, привиделось. Нервы, как сказал бы папа. И мама обязательно бы добавила, что нервные клетки не восстанавливаются. И мне нужно быть сильным, пока они не вернутся. Вот уже совсем скоро, с секунды на секунду. Я осмотрел прихожую, проходившую на мясницкую бойню, посреди которой лежала бледная Оля. Может, ты ее попытаешься переместить наверх? Что, она так и будет валяться внизу? В прошлый раз ты хотя бы принес ей подушку с одеялом. Нельзя встречать родителей таким подарком. Из спальни я принес одеяло и подушку, вот. Хотя бы так. Окутал Олю, пододвинув ее к лестнице подальше от раздавленной твари, засевшей в дворняге. Пусть сестра будет здесь, под моим присмотром. Мало ли кто постучит в окошко детской. Румянец вновь покинул Олины щеки. Кожа была серой, как пепел. Я дотронулся губами до ее лба. Не нужен градусник, чтобы определить, температура подскочила. Так, и хочешь достать оттуда или положить? Порубленная туша мерзопакостного жука вместе со шкуркой от жульки угодила в наволочку, а следом в морозилку. А, в смысле, ты из жука собираешься того огромного положить сюда? А, интересно. Блин, бедная жулька. Слабо верилось, что она не спарится к приезду взрослых, но попытаться все же стоило.
Хоть бы поверили в этот раз. Собачью кровь удалось стереть с помощью полотенца, и вот с остатками липкой слизи пришлось повозиться. В конце концов, я соскреб их ножом, которым раздумала прирезать собаку. За окном валил густой снегопад. Дом потряхивал, казалось, он отрывается от земли, подхваченный ураганом. Как домик Элли, летящий в изумрудный город, где вместо доброго волшебника Гудвина рука об руку правит безумие и смерть. За окнами снежные призраки хохотали и хороводили. Стемнело. Вечер и метель замазали все окна в доме. Даже если бы кто-то и смотрел на нас снаружи, припав к подоконнику, я бы не различил его. Насколько крепки засовы на дверях. Насколько голодна подбирающаяся тьма. Я сжался, услышав, как что-то яростно завопило в окружающем нас мраке. Это ветер, это муки голода. Чудовищная музыка урагана лилась в мои уши. Она состояла из скрежета, воя и быстрых ударов моего собственного сердца. Ветер таранил стекла. Где-то наверху лихорадочно хлопала форточка, словно заразившийся бешенством зверь клацал челюстями. Гости уже здесь. Это они ходят по второму этажу, перебегают из угла в угол в прихожей. Хикают. Они злы, как безграничная их ярость. Я вжался в холодильник, ожидая, что в любой момент тьма дверного проема выпустит когтистые лапы. И оскаленные морды сунутся на кухню, оросив пол слюной. Мне нужно успокоиться. Принять таблетки. Так, вот опять он принимает таблетки. Давайте пропустим этот момент. Ага. Ага. Так, это мы видели. Я вертел головой, отбивая атаки. Потом увидел лужу крови на досках, такую же, как ту, которую только что вытер. Нет! Вы не настоящие! Но если те не настоящие? Если никого нет в урагане, выходит, я просто псих. Живодер. Маньяки начинали с мелких зверушек, разве нет? Да, кстати. Есть типа теория, что вот эти вот 3 привычки: пиромания, живодерство и... когда забыла, как называется слово. Когда человек постоянно писается-то. Ну, короче, вот эти 3 фактора, если у человека присутствует, то он, скорее всего, станет маньяком. Все, короче, зависит от обстоятельств, как человек провел детство, в какой семье вырос и так далее и тому подобное. Так, я посмотрела на упаковку в руке. Так, это мы увидели, да, вызывает зависимость, побочные эффекты. Нарушение терморегуляции, неправильная дозировка может привести к летальному исходу. Я сомневался. Ага. И опять нам не дают выбора не принимать. Это я могу пропустить. Потому что это было. Опять же. Во тьме к дому двигались черные фигуры. Они были голодны. Они все ждали угощения. Мне потребовалась помощь, и я побежала, подскальзываясь в прихожую. Звонить. А мы тем же будем звонить? Цепился в телефон. Сначала динамики безмолвствовали, потом проклюнулись тихие гудки. Я представил, как шатаются столбы в метели, как звенят провода, которые вот-вот перекусят прожорливые пасти. Пальцы крутанули диск, я набрал номер Полины. Так, опять Полина. Теперь мы позвоним в милицию, получается, да? Ага. Данное направление перегружено. На кухне буркнул, выключаясь холодильник. Лампочка мигнула, швыряя меня в беспросветную тьму. Но электричество восстановилось через мгновение.
Так, опять силуэт. Правда, теперь причудливый фантом в прихожей, притворявшиеся тенью от мебели, словно стали ближе. Мертвый к мертвому. Живой к живому. Угу, это тоже было. Угу. А, так вот, на лезвии еще сохранились слизь той мерзости, что была в собачонке. Заколачиваем. Давай заколачиваем дальше. Еще. Очередное окно заделано кусками мебели. Я подергала, проверяя надежность. Блуждая по комнатам дома, который стал вдруг пугающе большим, я задыхалась от мысли, что уврежусь за углом скалящегося монстра. Что пойду на кухню, а сам попаду в прикинувшийся ей черный гараж. Вьюга царапалась в двери. Впусти нас! Что-то зловещее мелькало в прорехах между досками. Накорми нас! Я сел на ступеньках и вперил взор во входную дверь с топором на коленях, с сердцем стучащим так, что им тоже можно было забивать гвозди. Я сидел и смотрел, пробираемый крупной дрожью. Сидел и смотрел, теряя остатки рассудка, и, собственно, заснул. Сидел и провалился в сон. Угу. Так, кто на этот раз пришел к нам? Я подскочил, как ужаленный. Сонливость хлынула, а звонок все еще дребезжал в прихожей. Папа вернулся с врачом или мама с пакетом лекарств. Так, давайте пропустим. Жена. Посмотрим, кто это. Не впускать. Блин, опять выбор дается. Да ёперный театр. Давайте, ладно, сохраняемся. Что ж ты будешь делать? Вот сюда. Пускаем. Уже без Жульки, к сожалению. Обострившееся предчувствие подсказало за дверью не враг. Неужели опять мать в этот раз? Я до боли я до боли сжал челюсть. Ага. Тонул замок. Мохнатая фигура. Так, опять мать. Ты жива? Давайте пропускаем здесь вот момент. Вот папа обрадует. Так, вот сестра проснулась. Обняла мать. И походу она забыла то, что мы как бы зарубили Жульку бедную, и потом это создание, которое вылезло из нее, к маме на шею бросилась. Вот. Ага. Мы обнимаем ее сейчас. Так. Двери всегда. Гость? Опять? Это же в концовка, серьезно? Скрыла. Так, вот хозяин леса заходит. И она съедает, получается, нас. Ага. Материнские клыки вгрызлись в мое лицо. Вечная тьма поглотила нас. Почему-то опять же концовочка. И нас съедает мать. Ладно, давайте ускорим. Так, домашнее насилие. Ну, это то же самое. Ладно, окей, давайте не впускать теперь эту фигуру. Не впускаем. Я попятился вглубь коридора, объятия сумрака. Тук-тук, чьи-то костяшки застучали по дереву, настаивая, чтобы его впустили. Ну уж нет. Кто бы там ни был, ему тут не рады. У мамы с папой были ключи от дома, а значит, нежданный визитер явно таил в себе опасность. Так, это то же самое будет, наверное. Ладно, я пропускаю. Неужели опять
Та же концовочка с... где нас с Олей съедают. Верился на кухню. Я это пропущу опять же. Так, вот они пытаются проникнуть. Дают нам маску. Антон, ты или твоя очередь? Погоди. И опять же мы... Выбирай тщательней. Так. Ау. Собачатина Антон или Оля. Так. Ну, придется собачатину давать. Мы что, зря ее рубили, что ли? Стойте! Сейчас! Я обязан был задержать их и спасти сестру. Распахнув морозильник, я осознал, что дохлая псина — это всего лишь капля в море желудочного сока этих исполинских чудовищ. Тоша, ты где? Не оставляй меня! Я здесь, Оленька. Потерпи, пожалуйста. В смысле? Ладно, Антон. Я заорал. Рядом встрепенулась, просыпаясь Оля. Я буду вашим угощением! Только оставьте сестру в покое! Так, гигантские лапы пробили доски, словно дом был не прочнее поделки из спичек, и влезли внутрь. Почему мигает словарь опять? Тут ничего нового не появилось. Пальцы шарили по кухне. Мохнатая клешня схватила за ногу вопящую Олю и уволокла в буран. Стойте! Так нельзя! Возьмите меня! Ну, короче, понятно. Мы это уже видели. Пропускаем. Пропускаем. Исчезнувшие в ночи. А вот это как раз-таки концовочка не связана с теми самыми паразитами, которые сделали наших друзей зверьми настоящими. Опять же, предполагаю лишь. Ну, ладненько, давайте на этом закончим. Все концовки, которые имелись по Руту одиночества, мы посмотрели. Некоторые почему-то были одинаковыми. Не знаю, говорила ли я или нет по поводу вот этой вот новой версии, которая вот сейчас вот создается разрабами Зайчиком. Буду ли я проходить или нет. А пока что на этом все. Что касается концовок, я не буду их обсирать. Да, они странные, но имеют место быть, так сказать. Их вообще всего 20 штук получается же, да? И это как бы дофига. И больше. Можно было сделать хотя бы, не знаю, десяточку там. Какие-то из них удачные, какие-то нет. Все, как говорится, на вкус и цвет. Разрабы пытались угодить всем. Лучше уж стараться сделать так, как тебе вот хочется и как тебе нравится. А тут вот так вот сложилось. Ну ладненько, давайте закончим. Спасибо за внимание и пока-пока.